Вы слышали о том, как Илон Маск, человек, который буквально запускает будущее в космос, решил раздавать миллионы налево и направо? Да, это не шутка. Оказывается, 16 счастливчиков получили по миллиону просто за то, что подписали одну крутую петицию. В этом видео мы разберемся, что же стоит за этой удивительной щедростью Маска и как в эту историю вмешался суд. Держитесь крепче, будет интересно. Миллион за петицию. Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, объявил о намерении ежедневно проводить розыгрыш суммы в размере $1 миллиона вплоть до 5 ноября, даты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, на которых, как известно, победил Дональд Трамп. Призовой фонд предназначался для участников, подписавших петицию в защиту первой и второй поправок к американской Конституции. Заявление было сделано во время встречи в поддержку кандидата от республиканской партии Дональда Трампа в штате Пенсильвания, после чего Маск поделился новостью в социальной сети X, бывшей платформы Twitter, которая недоступна на территории Российской Федерации. Маск отметил, что основная цель этой инициативы заключалась в привлечении внимания общественности к данной петиции. Документ был опубликован организацией America PAC, занимавшейся поддержкой избирательной кампании Трампа. Именно этот комитет занимался распределением призов. В своем комментарии Маск подчеркнул важность обеспечения информированности жителей колеблющихся штатов о проводимой акции, выразив уверенность, что розыгрыш станет дополнительным стимулом для участия граждан в процессе. Кроме того, предприниматель также озвучил имена первых счастливчиков. Важно отметить, что первая и вторая поправки к Конституции США защищают свободу слова и право на владение оружием, соответственно. Начало формы в Соединенных Штатах Америки законодательство строго запрещает оплату голосов избирателей или получение такой оплаты, поскольку это считается преступлением. Тем не менее, оплата гражданам за участие в подписании петиций не является противозаконной практикой, так как подобные действия не подпадают под запреты законодательства. Миллиарды пожертвований на избирательную кампанию. В третьем квартале текущего года Илон Маск, являющийся самым богатым человеком планеты с состоянием почти $247,5 миллиардов, согласно оценке Forbes Real Time, сделал значительный вклад в комитет America PAC, поддерживавший избирательную кампанию Дональда Трампа. Согласно информации, предоставленной Федеральной избирательной комиссией США, Маск пожертвовал организации $75 миллионов. Из этих средств $15 миллионов были переданы в июле 2024 года, а оставшиеся $60 миллионов поровну в августе и сентябре. Маск был, по сути, основным донором комитета за указанный период. Помимо него, в состав спонсоров America PAC входили другие известные представители технологического сектора. К ним относятся Джо Лонсдейл, сооснователь компании Palantir Technologies, и близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, основавшие криптовалютную биржу Gemini. Каждый из братьев имеет состояние порядка $2,7 миллиарда, сообщает Forbes Real Time. Несмотря на то, что America PAC формально не была связана с предвыборным штабом Трампа, организация финансировала операции по привлечению избирателей в ключевых штатах, особенно среди молодежи мужского пола. Рекламные кампании, спонсированные Маском, представляли Трампа как крутого парня, стремясь тем самым укрепить его позиции среди этой группы населения и уменьшить преимущество Камалы Харрис среди женщин-выборщиков, писал Bloomberg. Суд на стороне Илона Маска. Судья штата Пенсильвания Анджело Фольетто принял решение разрешить Илону Маску продолжать ежедневный розыгрыш сумм в размере $1 миллиона среди зарегистрированных избирателей штата. Это произошло вопреки попыткам окружного прокурора Филадельфии Ларри Краснера остановить такие выплаты через судебный процесс. Юридическая команда Маска утверждала, что данная акция не являлась нелегальной лотереей, как заявлял Краснер, а представляла собой часть стратегии политической группы America PAC по увеличению поддержки на президентских выборах. Краснер, выступавший на стороне Демократической партии, подал иск, в котором утверждал, что выплаты America PAC нарушали закон, так как имели неясные правила проведения и должны были быть квалифицированы как незаконная лотерея. Однако судья отклонил данное заявление, отложив представление своих аргументов на другое заседание. Адвокаты America PAC настаивали на том, что денежные вознаграждения
предназначались людям, которые активно поддерживали политическую программу Дональда Трампа. Они являлись результатом случайных розыгрышей. Директор Америка ПАК Крис Янг подтвердил, что победители отбирались, исходя из их готовности поддерживать интересы комитета, а не случайно. Юрист Джон Саммерс, представлявший сторону Краснера, заявил, что такая практика делала акцию не просто незаконной лотереей, но и потенциальным мошенничеством. Эксперты в сфере избирательного права разделились во мнении относительно того, нарушала ли подобная раздача денег федеральные законы, запрещающие оплату за регистрацию избирателей. Министерство юстиции США ранее предупреждало Америка ПАК о возможном нарушении законов, однако федеральные прокуроры не приняли никаких официальных мер. Комментарий Министерства юстиции указывал на то, что подобные мероприятия находятся в серой зоне избирательного права, и юристам сложно дать однозначную оценку тому, соответствовали ли они федеральным законам. Учитывая ключевое значение Пенсильвании и ее 19 голосов выборщиков на выборах, деятельность Америка ПАК все же повлияла на исход голосования. Решение суда позволило Маску продолжать раздачу денежных вознаграждений, а исход выборов президента США мы уже знаем. Даже президент должен ездить по дорогам, соблюдая правила дорожного движения. А если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки, компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Кто такой Илон Маск? Илон Маск – это выдающийся американский предприниматель, известный своими инновационными идеями и достижениями в самых разных сферах. Он начинал свой путь как визионер и быстро добился значительных успехов, став одной из наиболее влиятельных фигур в современном бизнесе и технологиях. Его проекты охватывают широкий спектр областей, начиная от производства электромобилей Tesla и заканчивая разработкой космических технологий в рамках компании SpaceX. Кроме того, Маск активно работает над развитием глобальной интернет-инфраструктуры и исследованием возможностей колонизации Марса. Одним из важнейших достижений Маска стало развитие электромобильности. В начале 2000-х годов он начал работу над проектом создания электромобиля Tesla, который впоследствии стал символом экологически чистого транспорта. Под руководством Маска компания разработала инновационные аккумуляторы и внедрила уникальные технологии производства, что сделало электромобили доступными и популярными. Осенью 2022 года Маск представил амбициозный план по созданию колонии на Марсе. Проект предполагает формирование автономного сообщества из нескольких тысяч человек, которые будут жить и работать на Красной планете. Основная цель проекта – создание самодостаточной цивилизации, способной вести научные исследования и культурные мероприятия. Также в 2022 году Маск приобрел контроль над социальной сетью Twitter, которая заблокирована в России. Эта сделка позволила ему усилить свое присутствие в цифровом пространстве и расширить стратегическое видение своего бизнеса. Детство будущего миллиардера. Илон Маск появился на свет 28 июня 1971 года в городе Притория, столице Южноафриканской Республики. Его отец, Эрл Маск, был инженером и предпринимателем, занимавшимся импортом драгоценностей из Замбии, а мать, Мэй Маск, работала моделью. Илон был старшим ребенком в семье. У него есть младший брат Кимбл и младшая сестра Тоска, которые также успешны в жизни. В детстве Илон увлекался играми на аркадных автоматах, читал научную фантастику и интересовался законами робототехники. А среди сверстников будущий миллиардер отличался своим замкнутым характером и спокойствием. Он был меньше ростом и физически слабее других детей, что делало его объектом насмешек и издевательств и усугубляло его чувство одиночества. В 1979 году родители Илона развелись, и Илон остался с матерью. Она всегда поддерживала его стремления и старалась помогать ему во всех начинаниях. Позже мальчик переехал к своему отцу, который, в отличие от матери, был строгим воспитателем. Отец часто недооценивал чувства сына и мог проявлять жестокость, что осложнило их отношения. Однако Илон сумел сохранить независимость и упорство, и это очень помогло ему найти свое место в жизни.
Начало карьеры. В 1995 году он основал компанию Zip2, которая занималась созданием бизнес-каталогов для интернет-магазинов. В 1999 году Маск продал Zip2 и инвестировал деньги в новую компанию X2Com. Эта компания специализировалась на предоставлении финансовых услуг в интернете. Вскоре X2Com объединилась с другой фирмой Confinity, основанной Питером Тилем и Максом Левчиным. Confinity специализировалась на переводе денег через электронную почту. После слияния объединенная компания получила новое название – PayPal. Однако в итоге Маск покинул проект. Создание SpaceX. В 2002 году Илон Маск решил вернуться к своей детской страсти – космосу, и основал компанию SpaceX. Его целью было изменить состояние космической отрасли, которая, по его мнению, нуждалась в реформах. В 2006 году компания SpaceX запустила свою первую ракету Falcon 1, а в 2010 году последовала разработка более крупной модели – Falcon 9. Эта ракета стала первой в мире многоразовой, благодаря уникальной способности возвращать первую ступень обратно на Землю вместо полного сгорания в атмосфере. В 2018 году состоялся запуск ракеты Falcon Heavy, обладающей возможностью вывода на орбиту грузов массой до 117 тысяч фунтов и космические аппараты. Еще два важных проекта SpaceX – Cargo Dragon и Crew Dragon. Это космические корабли, которые доставляют на МКС грузы и астронавтов. Они запускаются с помощью ракет Falcon 9. Новейшие космические технологии я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. Рождение Tesla и The Boring Company. Илон Маск, известный своими амбициозными проектами в области освоения космоса, также активно работает над решением актуальных проблем экологии на Земле. В 2003 году он основал компанию Tesla Motors, которая занимается производством электромобилей. Первым продуктом Tesla стал спортивный автомобиль Roadster, который выпускался с 2008 по 2012 год. Затем последовали другие модели – легковые автомобили Model S, Model X, Model Y и Model 3, а также грузовик Tesla Semi. Модель Model 3 стала самым дешевым и продаваемым электрокаром в мире. В 2016 году Илон Маск основал компанию The Boring Company, основной специализацией которой стало строительство туннелей и сопутствующей инфраструктуры. Главная цель компании – решить проблемы транспортной загруженности и ускорить перемещение внутри городов. В 2018 году Маск объявил об открытии первого туннеля системы Loop Transportation System, который соединяет штаб-квартиры The Boring Company и SpaceX. Покупка Twitter. В апреле 2022 года Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter, купив 9,2% акций компании. Тогда он выразил намерение приобрести все акции социальной сети, оценивая их стоимость в $44 миллиарда. После завершения сделки Маск провел несколько изменений в работе платформы. Одним из заметных шагов стало восстановление аккаунта Дональда Трампа, что было сделано после проведенного общественного опроса. Также Маск ввел платную подписку Twitter Blue стоимостью $7 в месяц. Пользователи, оформившие подписку, получили возможность писать сообщения длиной до 4000 символов, редактировать твиты, загружать видео продолжительностью до 60 минут и настраивать интерфейс приложения под свои предпочтения. Владельцам подписки предоставляется синяя галочка верификации. Для официальных аккаунтов организаций введена золотая галочка, а государственные структуры и учреждения отмечены серой галочкой. Состояние и личная жизнь. В начале 2023 года Илон Маск возглавил список самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Рост стоимости акций Tesla на 5,5% увеличил его капитал до $187 миллиардов. Однако позднее он снова уступил первое место в рейтингах Bloomberg и Forbes Бернару Арно. В списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes за 2024 год Маск занял вторую строчку с состоянием, оцениваемым в $195 миллиардов. Илон Маск проживает в скромном доме-конструкторе площадью всего 37 квадратных метров в Бока-Чика,
Техас. Дом стоимостью примерно $50 тысяч арендован им у компании SpaceX. Илон Маск был женат 3 раза. Свою первую жену, Джастин Уилсон, он встретил, будучи студентом Королевского университета в Онтарио. Они поженились в 2000 году и оставались вместе до 2010 года. Первый ребенок пары скончался в возрасте 10 недель. В 2004 году у них родились близнецы, а в 2006 – тройняшки. В 2008 году Маск начал отношения с британской актрисой Талулой Райли. Они поженились в 2010 году, но спустя 2 года развелись. Однако через 1,5 года пара решила возобновить отношения. Этот союз также не продлился долго. Бракоразводный процесс завершился в 2016 году. В 2018 году Маск начал встречаться с канадской певицей Граймс. В 2020 году у пары родился сын, которому дали необычное имя XAsh-A12. В конце 2021 года у Маска и Граймс появилась дочь, рожденная суррогатной матерью, которую назвали Экза Дарк Сайдерил. В этом же году Маск и Граймс расстались. С чем связана смена негативного отношения Илона Маска к Дональду Трампу, неизвестно. Однако после своей победы в президентских выборах Дональд Трамп выразил намерение включить Илона Маска в состав своей будущей администрации, назначив его на ключевой пост. Миллиардер, в свою очередь, заявил, что собирается сделать правительство США более эффективным. Шах и мат, как говорится. А на сегодня это все. Всем пока и до новых встреч!